Здравствуйте, здравствуйте, мужественные аудиолюбители. Сегодня я вам предлагаю очередной батл малышей от Edifier, на этот раз MR3, модель, ставшая довольно популярной, как я уже понимаю. Столкну с моделью, которая незаслуженно имеет малую прессу, это QR65. Прессу, почему сказал прессу? Прессу? Ну, так сложилось, сори. В самом деле, мало информации по этой системе, мало отзывов, мало сравнений, не очень популярный прошел мой видеообзор этой системы. Остальные я не смотрел, потому что не интересуюсь такими системами, как для себя. Но в плане профессиональном, как инженерное изделие, оно, на мой взгляд, заметно превосходит остальных конкурентов, вот тех же Edifier. Она с биампингом, это прежде всего ее преимущество. И там очень интересно разделены полосы. В частности, применен маленький басовый динамик 2,75, даже не 3 дюйма, но при этом большой 1,25 дюйма твиттер, что необычно. Необычно, тем более в таких маленьких колонках. В них обычно устанавливаются вообще 3/4 или даже полдюймовые твиттеры, то есть этот буквально в 2 раза больше, чем был бы быть. То есть ему делегировали более какие-то ответственные задачи, поручили более важные функции какие-то, в диапазонах, конечно, измеряется это все, что я говорю, а не в попугаях. То есть это интересно. И звучат они, на мой взгляд, тоже очень достойно. Вот, например, как вы думаете, да, вот эти колонки построены на 3,5 дюймовом динамике, это на 2,75. То есть, это заметно большая разница по площади излучающей поверхности этого динамика, соответственно, отдача у него. Возможно, эти звучат громче. Тут, честно, я не могу так сказать навскид, какие из них по максимальной громкости, так сказать, звучат громче, не знаю, но эти звучат очень убедительно в этом форм-факторе, то есть от таких малышей мало ожидаешь и много от этого имеешь, то есть больше производит впечатление. Так вот, как вы думаете, какие колонки настроены пониже резонатора, каких колонок портов фазоинвертора? Ну-ка, давайте проверим. Предлагаю рассмотреть организацию портов фазоинвертора в этих резонаторов, этих моделей. Вот перед вами кривая импеданса 65-й модели. А вот MR3. Давайте их сложим с тем, чтобы сравнить и спрогнозировать, что же мы можем услышать в результате. Вот, пожалуйста, перед вами. Вот эта верхняя часть нам не нужна, и самая нижняя тоже. А вот резонанс настроен MR3. Примерно на 70 Гц, а импеданс 65 пониже, 63 примерно Гц, и это при том, что 65 меньше басовый динамичек по размеру, видите, не верь глазам своим называется. И в самом деле, огромный динамик можно настроить очень высоко, а очень маленький динамик можно настроить очень низко, возможно, с потерей чувствительности, но это возможно. Тут вот конструкторы решили вот так вот настроить две системы. Это еще при том, что 65-я модель, просто не подписан график, имеет еще и выход для подключения сабвуфера, который значительно расширяет ее басовый потенциал. Такие дела, дорогие мои, то есть не верь глазам своим, верь только тому, что ты услышишь и увидишь. Да, но баланс при этом все-таки может быть у этой поинтереснее, чем этой, или наоборот, это вам судить, причем тут правил нет, то есть каждому понравится что-то определенное. Как я уже говорил в прежнем батле, который недавно опубликовал, что звучание любой акустической системы нужно сравнивать с файлом оригинал, то есть с аутентичной информацией, которую вы на эту колонку подаете. Так вот, чем меньше будет различия от этого оригинала, тем качественнее эта система, тем тщательнее, так сказать, инженеры добивались соответствия звучанию, и тем высшая потребительская ценность на самом деле, хотя при этом, как я там же говорил, вам может понравиться другое решение, которое заметно искажает баланс, звучит, предположим, ярче, насыщеннее, басовитее, зависит от вкуса. Но вкус я бы посоветовал все-таки воспитывать и согласиться с этим мнением, что оригинал это и есть база, а все остальное мы с ней сравниваем.
И нам не надо лучше базы, нам надо вот именно как на базе. Так все равно не будет, кстати, потому что все равно запись микрофонами, бог знает в каких условиях, у каждого своих, не донесет вам истинное звучание этих колонок, а, как я говорил, без эховой камеры такие сравнения не проводятся. Это непрактично, кстати, довольно дорого. Вот. Поэтому я вам предлагаю сейчас коротко напомню о возможностях этих систем. Давайте разберем, что пишет производитель в своем служебном документе об этой модели KR65, имеется в виду. Она снабжена зарядкой на 3 галлиевых аккумуляторов. Ну, это, конечно, очень хорошо, но, если честно, на звук это как бы не влияет. Из основного все, что здесь указано, это высокого разрешения поддержка аудио и беспроводное и проводное с разрешением вот таким, хотя об этом будет еще подробнее. Bluetooth версии 5.3 с поддержкой LDAC, Full Digital Signal Processing. Но самое главное, конечно, что эта система имеет биампинг, организована по принципу биампинга с активным кроссовером на каждый динамик, то есть питает каждый динамик свой усилитель. Но из плохого то, что размер динамичка басового совсем маленький, 2,75 дюйма. Вот здесь тоже указано всего 70 миллиметров, зато твиттер увеличенный 1,25 дюйма или 32 миллиметра. Ну и куча лампочек, которые мы в обзоре этих систем рассматривали. Также можно отметить некий улучшенный бас-рефлекс-порт, то есть фазоинвертор, который обладает какими-то уникальными свойствами, но колоночки басят действительно довольно неплохо, учитывая, конечно, форм-фактор, то есть габариты. И далее тут расписывается это все более подробно. 65 Вт всего. Можно подключать устройства для зарядки к этим колонкам. Не знаю, каким образом это является хорошим чем-то, для чего. Не знаю, это вам виднее, возможно. Ну и поддерживает Edifier KONX с этим управлением. Они могут действительно творить чудеса. Органы управления, вы видите, находятся сбоку, что удобно для многих людей. Выпускается в 2 цветах. Вот как KONX позволяет управлять световыми эффектами, ненужными мне лично. Вот. И насчет зарядки аккумуляторов это выглядит вот так вот. И насчет звучания, организации звука на этих систем примерно опять Charger протокол. Короче говоря, управляются они с помощью этого приложения. Вот, наконец, довольно удобно, и можно по-разному их сконфигурировать. Вот тут поддерживаемые режимы при использовании разных кодеков, вы видите. Это довольно важная табличка, мне кажется. Имеет смысл ее показать. Что же касается конкурентной модели MR3, которую мы сегодня рассмотрим, она не имеет биампинга, однако тоже поддерживает высокое разрешение аудио. Вот сертификат есть на этот режим. Тоже двухполосная, но без биампинга, зато басовый динамик 3,5 аж дюйма и твиттер 1 дюйм. Ну, общая мощность 36 Вт, потому что она без биампинга, то есть 2 по 18 стало быть. Здесь расписано более подробно, там и Bluetooth версии 5.4, и наличие балансных, кстати, входов любопытно, может кому-то окажется полезным. Не знаю зачем, правда, дома. Ну, а так обычные входы, да, все здесь написано, зато имеется на передней панели выход на наушники на телефон и дополнительный вход аудио тоже выпускается в 2 цветах. Но таким вот образом регулировка происходит в благородных режимах плюс 6 дБ. Это не плюс-минус 12, как обычно в маленьких, в бытовых колонках делается, а всего лишь 6 дБ. Тут расписаны режимы, как можно компенсацию помещения, компенсацию отражения от стола, на котором они стоят, организовать. Здесь с помощью Edifier KONX, того же самого приложения, можно сконфигурировать звучание под ваш вкус. Тут комплектация, то, что мы уже как бы видели. Люди спрашивают, да, вот какая-то сводная таблица, чем они отличаются, допустим, эти колонки этой модели от Presonus и Edifier MR4 следующий. Кому интересно, это мы все в обзоре рассматривали. Еще люди спрашивали, что вот показали бы АЧХ, давайте я вам покажу АЧХ в другом служебном документе Edifier, показана АЧХ на эту модель. Что это вам дает? Как вы намерены это интерпретировать? Мне интересно просто. То есть, что это? Тут
цена отделения, видимо, 2,5 дБ. Вот это вот. То есть какие выводы можно сделать и что можно при этом сказать. Любопытно, что некоторые отмечают гулкое звучание этой модели, а другие люди, также убежденные, отмечают звонкое звучание этой модели. Кому же верить? И еще я встречал, что середина провалена. Что же делать? Как же быть? Кому верить? Ну вот вам АЧХ, за которую, кстати, производитель, то есть Edifier, несет ответственность. То есть это серьезно, это не любительское измерение там кого-то где-то в комнате, непонятно в каких условиях, с соблюдением каких технологий и режимов. А это именно то, к которому можно апеллировать. Вот я к нему апеллирую. Что вы можете сказать? Но я вам больше скажу, примерно такой же ЧХ имеет и конкурентная модель, сегодня рассматриваемая, но звучать они будут кардинально по-разному. Дам вам послушать, как они звучат на моем старом наборе треков, для того, чтобы их сравнить между собой можно было бы. А вы пишите, пожалуйста, о том, как вам представляется это сравнение, какой из этих двух систем вы бы отдали предпочтение, почему. Будет интересно всем, я думаю, и мне, и вам. С этим пока, auf Wiedersehen, дорогие мои.